Меня зовут Алексей Соболев. Сегодня с вами будем разбирать базовые прыжки для новичков. Как по трассе с кочек, так и во фрирайде. Техника похожая, сейчас ее разберем. Прежде чем мы начнем, хочется сказать пару слов об этом дне. Чтобы попасть на гору, вам всегда поможет молниеносное такси в мегаполисе Шерегеш. Я частнику нашему братишке звоню. Как думаешь, он работает? Конечно. Не знаю, кому звоню сейчас. Просто левый какой-то номер телефона. Алло, здравствуйте. Ага. А вы работаете сейчас? А сможете нас по двойному прайсу отвезти? С поселка до фристайла. А может быть... Выходите на дорогу, ловите машину. Мы что, на дорогу идем? Ну, пойдем, что? Собираемся. Я не знаю. Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. И мы все-таки добрались до горы. В этот день мы были серьезно настроены найти свежего снега для фрирайда, но не смогли проехать мимо такого прекрасного рассвета и хрустящего вельветика. Чтобы подняться на гору с рассветом, иногда можно потратить 1,5 часа, ведь нужно вызвать такси, отстоять очередь на подъемник и наконец-то оказаться наверху горы. Удивительно, но многие местные жители не катались ни разу ни на лыжах, ни на сноуборде и живут в поселке, который виднеется внизу. И тем временем многие ребята приезжают в Сибирь из Красной Поляны, из Москвы, Урала и даже из Казахстана, чтобы просто насладиться этой красотой и открыть сезон. Outside says the chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8-day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. Мы продолжили поиски свежего снега и с помощью снегоходов телепортировались на Утую. Я захотел соединить воедино 2 фильма: сумасшедший фрирайд Трэвиса Райса и навыки паркура из фильма «13-й район». Получилось просто идеально. Блин, как тут красиво. В принципе, там много что раскатали, но вот я заприметил вот тот хребет. Зловещий экстрим. Офигеть! Вау! Гоним? И спуск начался. Сервис-центры по ремонту сноубордов были просто в восторге, потому что я собрал все камни, которые тут были. Мы немного расстроились, конечно, но сделали один спуск, в каких-то местах покайфовали и решили, что на сегодня с фрирайдом хватит. Ждем следующего снегопада. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Fucking my posters, say now, I've been humble too long, yeah. Tell them all to stay calm. Tell them all to move on, yeah. Fucking my posters, say now, they be lost in the sauce. Ох, прекрасный вид. Мы сейчас в Шерегеш находимся, как вы поняли. И, знаете, иногда путешествовать не так дорого, как многие думают. И убедиться в этом тебе поможет приложение или сервис One2Trip, в котором ты сможешь быстро и выгодно купить билет на самолет, на поезд, на автобус и даже можешь забронировать жилье или арендовать авто, также сходить на экскурсии. И самое главное, это все в одном приложении. Что-то жарко стало. Не будешь же ты отрабатывать прыжки, сидя у себя дома на диване, просматривая этот ролик. Я, конечно, ни на что не намекаю, но в Шерегеше сейчас больше всего снега. И скоро обещают огромные снегопады. Ну, если вы сюда не приедете, мы сами их раскатаем. Тут без вариантов. Настало время лайфхаков. У ребят в приложении можно за 1 минуту выпустить travel-карту с большим кэшбэком, которой вы сможете оплачивать свои заказы и возвращать до 15% кэшбэка. Кстати, обслуживание карты абсолютно бесплатное.
а также постоянные приятные акции и спецпредложения по карте от партнеров. Поэтому переходи по ссылочке в описании к этому видео, скачивай приложение One2Trip, выпускай travel-карту и получай кэшбэк на все свои путешествия. Итак, мы переместились на трассу, и сейчас я буду рассказывать, что вам нужно знать, чтобы сделать базовые прыжки на кочках, трамплинах и во фрирайде. Нам необходимо начать подготовку на склоне. Первое, что нужно выучить, самый базовый и основной трюк – это трюк Олли. На нем мы прокатываем доску вперед и толкаемся с задней ножки. Щелкаем тейлом и выталкиваем себя вверх. В воздухе мы не летим на прямых ногах. Не надо эти шпалы вытягивать. Мы подтягиваем коленочки к себе. И на приземе, естественно, амортизируем коленями, чтобы сноуборд из-под вас просто не выбило, и вы на заднице не скатились вниз. Какое подводящее упражнение может быть? Вам нужно согнуть колени и протолкнуть доску вперед. При этом не надо прыгать, надо просто поднять ноус вверх. После того, как это начало хорошо получаться, можно потом толкнуться задней ножкой, и вуаля, у вас получилось Олли. И я предлагаю ворваться на парочку маленьких кочек, чтобы не заскучать, не заснуть и попрактиковать то, что мы выучили на плоскоче. И в этот момент очень важно сказать, чего нельзя делать. Ребята, нельзя толкаться ровно с двух ног, чтобы у вас вес был посередине. Это делать не надо. Если будет толчок с двух ног, то на вылете у вас ноус может провалиться вниз, и вы просто кубарем полетите вперед. То есть я предлагаю это проверить прямо сейчас, специально для вас выполню этот элемент. Разница между Олли и прыжком на кочке в том, что на кочке, трамплинах или во фрирайде мы минимально прокатываем доску вперед. То есть мы присаживаемся, вес посередине или чуть больше на задней ножке и ждем, когда ноус выйдет с трамплина, и потом толкаемся вверх. Амплитудного движения с прокатыванием доски вперед на вылете делать не надо. То есть, если вы перестараетесь, вы можете рыбкой вперед нырнуть и покатитесь головоногом просто по всему склону. На приземе просто ключевой момент – это амортизация коленями. Нужно, естественно, сгибать колени. Это даст больше стабильности на приземе. А также постоянно спрашивают, как приземляться, на какой кант и так далее. Ребятушки, у нас все практически приземления идут на плоскую доску, либо в передний кант. Да, есть исключения, некоторые там в карвинге или в экстренных ситуациях, когда вас перекручивает, но чаще всего либо плоская доска, либо передний кант. На пятки нам просто противоестественно приземляться. Мало того, что мы не можем нормально согнуть колени, если приземляемся на пятки. Вспомните, как вы приземляетесь, если просто прыгаете без сноуборда, и вам станет все ясно и понятно. Идем дальше. Та же самая техника используется и на трамплинах, когда мы на самом вылете держим вес чуть ближе к задней ноге, чтобы с нее толкнуться. Потому что если будем продавливать переднюю ногу на вылете, когда вес держим посередине, то также улетим фронтфлипом вперед. Если говорить про фрирайд, то техника идентичная, но есть определенные нюансы. Вот чем медленнее вы едете, тем больше вес должен быть на задней ножке. Так как если будет пухлый снег, и вы будете ехать медленно, и у вас будет вес посередине, то при сильном давлении на переднюю ногу снег может провалиться, продавиться. Тем более, если вы будете прыгать с какой-то помпушки, едете медленно, вес держите посередине, все, у вас передняя нога может продавить пухлый снег, и вы вперед улетите. То есть там уже заранее нужно вес держать чуть ближе к задней ноге. Также, чем больше у вас скорости, тем больше можно держать вес чуть ближе к середине. Вот. Но все равно на вылете я советую вес держать ближе к задней ноге, чтобы ноус также вышел, и вы смогли толкнуться чуть больше с задней ноги. У вас так будет больше стабильности. Now I'm in the game, I was on the bench.
collecting rent. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Друзья, вот это был простой урок, но я надеюсь, что очень полезный, потому что постоянно вижу эти ошибки у всех. Ну что я могу сказать? Удачи на трассе, на кочках, во фрирайде. Шлепаем колокольчики, ебашим лайкосики, пишем комментарии, что понравилось, что нет. И до новых встреч. Всем пока. Spending all the bag like here I go again.